Сегодня мы поговорим о синдроме беспокойных ног с комментарием врача-невролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк. Так больше людей увидят это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Синдром беспокойных ног – гетерогенное, органическое заболевание, ключевыми проявлениями которого являются циркадианные сенсомоторные расстройства. К частым осложнениям синдрома беспокойных ног относятся нарушение сна, тревожно-депрессивные расстройства, ограничение социальной и бытовой активности, ведущие к снижению качества жизни. Основные критерии: первое. Потребность двигать ногами или другими частями тела, возникающая, как правило, на фоне неприятных ощущений в них. Второе. Потребность в движении или неприятные ощущения возникают или усугубляются в покое. Третье. Потребность в движении или неприятные ощущения частично или полностью регрессируют в результате двигательной активности или, по крайней мере, в течение всего времени ее поддержания. Четвертое. Потребность в движении или неприятные ощущения усугубляются или возникают исключительно в вечернее ночное время. Поддерживающие критерии: семейный анамнез синдрома беспокойных ног, положительный эффект дофаминергических препаратов, наличие периодических движений конечностей во время сна или бодрствования, выявленные при полисомнографии или иных исследованиях, сопутствующие критерии: прогрессирующее течение заболевания, расстройство сна, отсутствие патологии в неврологическом статусе при первичной форме синдрома беспокойных ног, исключение возможных причин вторичного синдрома беспокойных ног. При подборе терапевтического метода учитывается причина возникновения расстройства, первичный или вторичный характер. От проявлений вторичного синдрома раздраженных ног можно избавиться только после излечения основного заболевания либо компенсации выявленного дефицита. Так, при анемии применяются препараты железа. Для лечения легких форм может использоваться немедикаментозная терапия, включающая массаж, теплую ванну для ног, грелки, растирание, умеренную физическую активность, вечерние прогулки. Рекомендуется исключить вещества, провоцирующие симптомы, кофеин, никотин, а также алкоголь. Медикаментозная терапия показана при тяжелой форме и неэффективности других методов. Применяются неэрготаминовые агонисты дофаминовых рецепторов, восполняющие нехватку дофамина в центральной нервной системе. При всех формах расстройства эффективны препараты первой линии промипиксол и бенсерозид леводопа. Лечить заболевание начинают с минимальных доз. Со временем малые дозы промипиксола становятся недостаточными для купирования симптомов. Возможно повышение дозировок до получения нужного эффекта или временная смена препарата. Если прием препаратов первой линии не представляется возможным, рассматривается назначение препаратов второй линии прегабалина, габапентина или клоназепама. В тяжелых случаях используются антиконвульсанты и опиоидные анальгетики. Лечение проводится несколько лет, иногда оно требуется только при ухудшении клинической картины. Препараты могут применяться пожизненно для поддержания периода ремиссии. При лечении синдрома беспокойных ног во время беременности рекомендуется немедикаментозная терапия, возможен прием препаратов железа и фолиевой кислоты. Медикаментозные методы применяются только при тяжелом течении болезни. Назначаются леводопа и клоназепам. Меры профилактики для первичного синдрома беспокойных ног не разработаны из-за его генетического характера. Профилактика вторичного расстройства основывается на лечении заболеваний, способных спровоцировать патологию. Полезен профилактический прием препаратов железа и витаминов группы В. Их дефицит может возникать при нарушении всасывания веществ в кишечнике, соблюдении строгих диет и после операции на желудке. Информация предоставлена в ознакомительных и образовательных целях. Постановка диагноза и лечение возможны только после приема у врача. Еще больше информации вы можете найти на нашем канале по различным медицинским направлениям и советами практикующих врачей, которые могут вам быть полезны. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!